Друзья, всем привет! В этом видео я покажу вам, как утеплить дом в 2 слоя своими руками. Да сделать это так, чтобы потом не пришлось все переделать. Давайте пройдемся по дому с тепловизором, посмотрим, где у нас идут теплопотери. И после того, как мы уже полностью утеплим дом, посмотрим, сколько уходит тепла из этого дома. Смотрите, в основном потери тепла идут в местах швов. То есть мы видим, вот на потолке в углу показывает 8,3. Окно, естественно, у нас тоже пропускает. Ладно, на окно не будем особо смотреть. Это дом из газобетона. Толщина стен у него 300 мм. То есть мы видим, что стены у нас пропускают немножечко, и в основном теплопотери идут в местах швов. Не знаю, видно, нет вам будет. Давайте я сделаю несколько снимков, потом вставлю их в ролик. На улице у нас температура сейчас минус 22 градуса, а в помещении 20 градусов. То есть разница температуры у нас 40 градусов. То есть видно, что прям в местах швов сильно пропускает. Вот в углах, кстати, очень большие теплопотери идут. То есть видите, да? Показывает до 10 градусов. Вот мы на втором этаже. Давайте посмотрим, что здесь у нас происходит. То есть, посмотрите, в основном все то же самое, что и на первом этаже. Швы, полы у нас теплые. Показывает, что до 35 полы обогревает. А из-за того, что идут сильные теплопотери, у нас вот в местах армопояса у нас самые большие прям. Должно быть видно. Потому что такие большие теплопотери, температура в доме не поднимается выше 20 градусов. То есть зима у нас в основном 25-35 градусов. И большие суммы уходят на отопление дома. Утепляют дом в первую очередь для того, чтобы сэкономить на отоплении дома. Многие люди тратят крупные суммы для того, чтобы отапливать дом зимой. Хотя достаточно один раз правильно, еще раз отмечу, правильно утеплить дом, чтобы впоследствии меньше тратить на обогрев. Первое, что нам нужно сделать, это удалить со стен все лишнее. Поэтому если у вас вагонка или старый сайдинг, то демонтируем все ненужное и оставляем только голые стены. Далее делаем разметку для первого бруска и крепим его дюбелями. Если у вас стены из дерева, то вы можете обойтись обычными саморезами. После того, как мы прикрутили первый ряд бруса через одинаковое расстояние на 1 см меньше утеплителя, крепим следующие бруски. У нас будет утеплитель 50 сантиметров шириной, поэтому мы расстояние делаем 49 сантиметров. Вот делаем такой брусок, и с помощью этого бруска мы отмеряем одинаковое расстояние, потом перекладываем брусок и идем дальше. И таким образом выстраиваем весь ряд обрешетки. Так как мы будем утеплять этот дом в 2 слоя, сначала мы делаем вертикальную обрешетку и впоследствии будем устанавливать горизонтально. Мы хотели записать для вас весь процесс монтажа утеплителя в ускоренном времени, но, к сожалению, человек, который тоже выполняет работу на этой стройке, споткнулся о кабель, и запись видео прекратилась. Но это не значит, что мы не старались для вас, записывая это видео. Приходилось иногда записывать на морозе, не знаю, как оператор наш еще не сбежал, поэтому досмотрите видео до конца, все подробно объясним. После того, как мы подготовим обрешетку, то есть здесь у нас уже второй слой, то есть мы начинаем вставлять утеплитель плотно в обрешетку, то есть полностью пройдемся по фасаду. После того, как завершим устанавливать первый слой, устанавливаем горизонтальную обрешетку по такой же системе.
через одинаковое расстояние на 1 сантиметр меньше утеплителя. Как я уже говорил, подготавливаем брусок на 1 сантиметр меньше утеплителя и через одинаковое расстояние монтируем обрешетку. На второй слой также плотно вставляем утеплитель. Желательно там, где у нас идет обрешетка, чтобы закрыть мостики холода. После того, как мы завершили утепление в 2 слоя, нам необходимо защитить утеплитель гидроизоляцией от попадания влаги и для защиты от ветра. Для этого мы используем специальную пленку. Эта пленка работает таким способом, то есть она не пропускает влагу в утеплитель и наоборот выводит влагу наружу из утеплителя. Гидроизоляцию мы крепим на бруски с помощью обычного строительного степлера на скобы. То есть, чтобы пленка стояла плотно к утеплителю, между слоями пленки делаем нахлест где-то 10-15 сантиметров. Швы впоследствии будем проклеивать специальным скотчем для гидроизоляции. В местах, где у вас будут стыки, то есть верхний слой должен налегать на нижний, потому что впоследствии, когда влага будет образовываться у вас на фасаде, и она будет стекать вниз, чтобы она не могла проникнуть в нижний слой. То есть нахлест делаем сверху вниз. На фасаде не нужно оставлять зазор между утеплителем и гидроизоляцией. То есть гидроизоляция ложится плотно на утеплитель, нигде вот нету никаких щелей, никакого ветрового зазора. Закончили утепление 2 домов. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Начнем с того же места. Так, сейчас он сфокусируется. Посмотрим, вот видно в окнах тоже есть немного пропусков. Давайте пойдем туда же, где у нас были швы. Сейчас видно, что ни одного шва не видно. Так, давайте я вам сделаю снимок на том же месте. Снять в ту же самую погоду не получилось, у нас уже потеплело. Сейчас на улице минус 5 градусов. Так, пойдемте. Так, вот тот угол у нас, по-моему, сильно продувал. Конечно, точно не получится замерить, так как погода не такая же, но видно уже, что швов особо не видно. Здесь тоже не видно. Тут вот посмотрите на окно, видно разницу. А второй этаж, та же самая комната, давайте смотреть. То есть, помните, армопояс какой был холодный, сейчас его еле видно. Все равно чуть-чуть его видать. Сфотографируем. Посмотрим. Вот тот угол был сильно холодный, сейчас все равно там есть небольшая разница, но ситуация, как вы видите, уже лучше. Сразу скажу, что мы не профессионалы в измерениях тепловизором, потому что предвижу, что сейчас набегут профессионалы и скажут, как нужно делать правильно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было для вас полезным и вы узнали что-то новое. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!